We'd better hurry up and get out of here. And fast. Всем привет, с вами Кулич. Продолжаем проходить Elex. По поводу игры могу сказать то, что здесь есть незначительные баги. Например, когда идешь по этой дороге, здесь пролетают два самолета. И когда опять же возвращаешься, здесь остается только звук от самолетов, а на самом деле их нет. Также есть баги еще, когда противники просто стоят на одном месте и не двигаются. Причем меня еще не порадовало то, что здесь можно улучшать оружие, делать их лучше, но добавлять столько урона, а внешность там, ну, вид оружия не меняется, то есть скин. Можно было бы сделать еще скинчик. Думаю, скоро выйдут моды и добавят какие-то безделушки для улучшения игры. Также у меня здесь убивает графика, когда заходишь в электронное помещение, там вообще ничего не видно и рассмотреть практически невозможно. Хотя здесь есть флайеры, и они особо не светят, они просто подсвечиваются красным. Не знаю, зачем их вообще сделали, лучше бы сделали какой-нибудь фонарик или не знаю, что-то такое придумали. Так, здесь есть миссия, где вы попадаете лириком, и в конце концов, когда вы все миссии здесь в этом куполе пройдете, вас, короче, вы придете в город, и половина персонажей будет убита. Из-за чего это произошло? Из-за того, что вам не надо было ставить, например, механиком делаете Альба, девчонку, которая хорошо разбирается в технике, лучше поставьте берсерка на должность механика. И все миссии, которые здесь будут, не пытайтесь, например, спасти кого-то там, например, вам дали пропуск, и вы отдали другому чуваку, лучше сразу несите этот пропуск чуваку и скажите, что тут есть изгой, который хочет смыться. Его там арестуют или что-то казнят. В конце концов я пытался как можно лучше пройти игру, и у меня здесь был саботаж, и началась миссия, и половина, короче, противников прыгал, то есть мои старания были напрасны. В начале игры вы можете в этой точке раздобыть себе меч двуручный, хотя вы не можете будет таскать. Я советую вам идти либо к берсеркам, у них хорошая магия. Хотя должность повышения они дают не сразу, там на 15 уровне, а потом после на 25 уровне повышаться до паладина. У изгоев хорошие, кстати, вооружения, у них хорошие пушки, стволы, гранаты. У изгоев очень много прикольных миссий, и причем у них есть в трактире женщина по имени, называется, женщина, так, Хлоя вроде ее зовут, если я не ошибаюсь, да, Хлоя, учитель харизмы. Сразу же качайте, короче, интеллект, ловкость и что-то там еще, я не помню, какой-то навык сейчас смотрим, хитрость, вот. Если вы прокачаете, то у вас не будет проблем с прокачкой. То есть вот я если бегаю до сих пор, у меня уровень там какой? У меня уровень 21, а должен быть уже 30. Но, к сожалению, я качивал харизму вообще почти не качал. Там есть умения, где за мобов дают больше опыта, и за миссии тоже. То есть я по всей карте бегаю, вот, всех мобов перебил, мне уже много достижений дали.
а того, что надо, мне не дали. Также у изгоев есть хорошая пушка, ружье, сейчас покажу. Вот, граммовержец. Урон 91, это очень большой. Урон наносит, правда, ловкость и сила требуется очень много. Но это под конец игры, наверное, вы добудете это ружье. Оно находится в башне, вы на третьем или на четвертом этаже. Когда открываете сейф, там будет очень много элекситов, то есть денежной валюты, и будет валяться ружье. Кстати, ружье лучше подбирать ночью, потому что днем вас может увидеть сразу. Ну что ж, продолжим проходить Элис. Я половину миссий сделал, но они были незначительные, но могу рассказать про пару миссий. Вот здесь была миссия, когда надо было, типа, у чувака, который делал бомбу, он оказался, типа, клириком и делал не бомбу, а робота, которого с пультом доставил, он сам его управлял и пришел в эту местность, и там началась миссия. То есть меня оставили один на один с этим роботом, и там был такой замес, я вам скажу. Робота вначале рашить не надо, когда у него когда он такой выпустит дрон, типа он так присядет, и вы просто побегаете к нему и бьете. Сразу говорю, берите с собой какую-нибудь пушку, типа арбалет, там, лук или ружье, я не знаю, что у вас там, с чем вы ходите, любите ходить. Я стрелял лично из лука, так как для лука у меня постоянно можно купить стрелы, причем они дешевые, не очень дорого стоят, и я просто издалека его стрелял. Всех роботов, которые вот умеют, ну, таких огромных, которые подпрыгивают, там, им лучше в ближнем бою не рашить, потому что они умеют подлетать, взлетать, короче, и стрелять по вам. Лучше стрелять издалека. Еще мне не понравилось то, что здесь нельзя, например, купил одежду, например, паладина того же самого, получил шмотки паладина, а они золотые. Мне золотой цвет здесь не нравится, и такой отблеск. Плохо, что здесь тоже красить нельзя. Я уже почти прошел полвидения, на 60%. Не могу сказать то, что игра оправдала ожидания. Ну что ж, мы пришли к сепаратистам. Сепаратисты — это альбы, которые хотели убежать, там, смыться, не знаю, и типа изгои. Вот. Сейчас будем проходить сами задания. Judy? No. My place is here. And I hope this brings you... The Berserkers' rejection of technology is strange, but they have a That connects them to us. But they fear the Alps since we split from them. Do you have anything? The equipment. I knew you would find the tools you needed to survive. Do you have anything? Yes, you have done well. Your preparation but what you have achieved so far will not make you strong enough to challenge Elex. Смотрим видеоролик. You will need to assign someone to complete his mission. He will be hard to replace. There aren't many Albs with his skills. You were right to kill him. The directive only allows one outcome for failure.
Are you saying I was wrong to assign him? Failure cannot be tolerated. Get this right before their failure becomes yours. Spoken like a true Alexitor, Jax. I am no Alexitor. The hybrid has yet to call me for that honor. It can only be a matter of time before he summons you to him. You bring our father honor. I am honored to be your brother. Honor the hybrid. Serve the hybrid. I will not dishonor you. I will ensure this alb's failure does not reflect on us. Though you aren't strong enough to face Elex, you are ready for the next steps you need to take. In terms of our alliance, I will ensure that our soldiers do not cause you any problems, unless you show signs of reverting to your old allegiance to Xacor. More than that, I cannot offer you right now. We can trade or offer advice for now, but our forces must remain ready to fight Xacor. That is as I expected. You have done well, but you should be cautious in your plans. You are not strong enough to challenge an Alexitor like Elex, but I can tell you how to get closer to achieving your goal. One of my agents has reported that the rebel Alexitor Zardom is hiding in northeastern Abessa. He has established a hidden base there while the Ice Palace is searching for him. As he too is now sought by the hybrid, perhaps he will help you. You should find him and tell him your purpose. I am sure he can advise you how to take on the Alexitors, without fighting your way through an army to do it. Although you will have to decide whether he can be trusted. An Alexitor? His loyalty is only to himself. Why have you left a former Alexitor alive? If he hasn't joined you, couldn't he be a I don't know what he is. He was a loyal Alexitor, and yet he has run from Xacor. That is why I sent you. So I'm the bait? Zardom is an outcast, like you. But we don't know whether he still possesses his... He has shown no interest in joining us. Perhaps he will... Maybe you can discover what powers he still has, and how he intends... In fact, you will benefit from talking to him, and we will know what we have to do, if he should ever stand against us. why should Zardom help me? We suspect Zardom plans to end his exile and return to Xacor to lead the Alps. In his own way, he always was. Zardom harks back to the days before the hybrid took over. He believes the Alps will evolve, that they are superior. He fears the hybrid. Put yourself into Zardom's service. Tell him that you want to fight the... Your reputation will mean that he has to take notice of you. What is in the hybrid's mind? Surely the infallible must know of my survival. And yet here I am, living, breathing, in contradiction of the directive. The hybrid's will commands. All Elex must be given to the hybrid. All loyalty, all duty must be to the hybrid. For the hybrid sees all. So, why has he permitted me to live? Am I still part of his plan? Or did he send me to die at the hands of my brother? Before the crash, I saw everything clearly. The hybrid's will answered everything. Now, I have only one route to answers. I must find Elex. Hey, wait! I can feel I want to check it out, to see if I can learn anything. Where is this? It's up on the high borderlands between... It feels like it will be big enough to allow me to learn. Yeah, follow me. It's on... It has to go differently this time. I have to learn more. There are only weak traces here. I will need all my concentration not to lose the trail. That means I'll need your help again. If the traces are weak, maybe we should try somewhere else.
We've come too far not to. But I will need to focus on the Elex. I'll need you to deal with any combat or I'll lose my contact with the Elex. I'll follow the traces. You keep an eye out for mutants. We're getting close now. The deposit has to be up there somewhere. Очень криво стреляет оружие. Это огорчает. Наверное, я тоже. Потому что разрабатывают почему-то решили пулемет и сказать, вот вам, блядь, нахуй. Оружие, пару еще. There's a lot of Elex up there. I can hear it already. But this much Elex has gotta have pulled in a lot of mutants. Getting there won't be straightforward. Либо наверх идет, ты стреляешь в одно, а это вверх летит. Ну, то, что стрела никак летит, непонятно. Еще минус в том, что лук стреляет на небольшое расстояние. Так что когда будете ходить и, ну, выбирать там режим боя, например, можно здесь сделать из игрока снайпера ходит с винтовкой, типа, то ходите только с винтовкой, скачать винтовку и ближний бой. Я думаю, магию вообще качать не стоит, потому что это большой разброс очков. Либо качаете ближний бой, но ближний бой он всегда хороший, здесь чаще всего приходится ходить и иметь врагов, короче, мочить их, убивать, оружие, такие как лук, магия. Вот я у берсерков, например, магию получил, там, когда становишься паладина, получаешь все три типа кулака таких, там есть яд, лед и огонь. Так, оружие сейчас. У меня была, кстати, идея сделать типа себя сопротивление яду, и есть здесь, короче, три таких режима стрельбы. Это режим там пчелом, который окружает врага и его покалывает, и какой-то шарик такой, типа плюш, и такая дымовая завеса. Вот, я прокачал нахуй, но немало, да? Бывает еще здесь такой глюк, то что вы когда сражаетесь, у вас просто почему-то зависает и ни одна кнопка не нажимается. То есть вы просто начинаете бегать по кругу и все. Так, здесь же Эликса. Я уже здесь был, кстати. Ну, все равно. The Elex is... Either I'm getting more attuned to the Elex, or this is the biggest deposit. Сейчас она себе поговорит с этими метеоритами. Что-нибудь не знает, может, что-нибудь нам скажет. Сейчас посмотрим. Так, она впитывает энергию, типа, и... способность.
Нам нужно, кстати, раздобыть лук. Он получше, мощнее. Stand guard for me. I'll see what I can Потому что sense. мне уже надоело стрел покупать. Кстати, здесь есть такая способность. Как раз она в берсерках прокачивается. Бумага, который дает нам, ну, учителя. Можно из лука выстреливать прям 5 выстрелов сделать подряд. Смотрите. Несколько стрел, это очень круто. Это, например, если вы так делаете, то враги к вам выбегают, и вы их расстреливаете. Did it work? Wait. Are you alright? Give me a moment. Don't you feel anything at all? No. Maybe it's just me. I could sense something. I thought it must affect other people on some level at least. Why did this talent... You just got... Lucky. Thought I was going crazy. Thank you for coming with me to this place. When you... I do what I say. Yeah. You should know people who keep their word like... You're strong. I bet you could achieve anything you put your mind to. Maybe you can resist whatever the Elex is trying to do. Whereas I look at these mutants and I wonder... Do you... Yeah, there was something there in the background when I probed that Elex deposit. I know of another place we can try, but it's likely to be pretty dangerous. These big Elex... Just give me a little time. As soon as I can locate it, I'll tell you where we... Кстати, я только сейчас, наверное, понял, что это вторая глава. На самом деле, я не знаю, здесь сколько глав. Но если у Кая сразу после второй главы она мне сказала, типа, нужно, типа, знаю, где лежит, типа, Элис, а я уже здесь был, и она мне до этого ничего не говорила, то каждая глава можно покачать союзника. То есть я вот починил робота, потом клирик, не помню, как его зовут, тоже мой союзник, когда напарник с него бегает, он оказался роботом, ему сделали улучшение, может его еще раз можно будет улучшить, но это вряд ли. Потому что я по всей карте бегал, собирал разные детальки. Извиняюсь, чуть приболел. Побочных эффектов от Элекса. Yeah? Держи, я тебе принес маночки. Here, I have some mana for you. Thank you. Будешь здорова. Not bad. Всё. Теперь можно идти дальше. Здесь некоторые миссии, кстати, какие-то багнутые, они не выполняются в Абессе. Посмотрите, нажимаю, например, вот эту, да, спорт в Абессе. Мне даже не показывает, где этот спорт в Абессе. На самом деле он здесь находится. Я туда пришел, там друг друга все почти перебили и в одну кучку сложили трупы. Не знаю, что там дальше делать в этой Абессе. В Абессе ничем я не могу им помочь. Что ставить задание. Так, спутник. Новые находки. За голову изгоя, кстати, вот тоже задание. Если вы увидите то, что у вас там кто-то спрашивает про Рея, сразу же убивайте его и забирайте этот список. Потому что я вот тупанул, не убил там одного чувака, потом он меня пропал. Сейчас пройдем вот это. Вот сразу 3 точки мне дали. Все наступление полководцев. Так, здесь. Да, далеко, кстати, очень опасно идти. А вот здесь одно есть бестия. Сейчас сюда сразу. Пойдем. Не пойдем, а телепортнулся, я уже надоело бегать. Если бы я бегал, это, блядь, на весь на полдня можно было. Я открыл пару телепортов, советую, кстати, в этой игре побольше сохранять там. Потому что здесь часто автосохранения работают и как бы нежелательно, если там выберете
I was told to speak to you. You're making enemies here. You know that? Some people are getting upset by your successes. Yeah? Yet here you are, already getting people to trust you. Question is, are you going to stay and help build things here in the fort? Or blow out of here as quickly as you blew in? You wanna... You've got a whole lot of mouth, haven't you? We're going on a little trip, you and me. Then, we'll find out who you... When... This is the way you prove to me you're ready to stay. And that it's worth the Duke keeping you on. This is the time to prove it. Okay? Если вы выбираете там какие-то вот реплики, если говорил почаще сохраняться, то есть неправильную реплику чуть-чуть выбрали, вас не одобряют, ценят, и либо не доверяют, либо вы... Но это, мне кажется, не сильно влияет, а, кстати, может и влияет. Если вы очень много раз выберете не те реплики, это может сказаться и в бою, и здесь повышается холодность и повышается. То есть нужно среднюю такую держать. Потому что враги вас по-разному, кстати, здесь атакуют. То слабо, то сильно, то есть типа как-то замедленная игра, так не знаю, как вам объяснить. То есть, например, какое-то животное подбегает, мутант, он у вас там атакует раз, два, три, ну, 2 раза комбо сделал, там 3, а когда у вас, например, понижен холодность, то он делает там больше комбо, то есть он может вас просто затыкать и убить. Это тоже играет очень большую роль. So the Duke... William's my cousin, but it takes more than blood to make you a relation. William works for the Duke. He gets things... The clerics are planning a big offense. So? What does that have? We're gonna finish my business, and until then, I don't care what the... Okay. I'll see you outside, in front of the city. Я поговорил с Бестией. Мне нужно вот этих 3 чувачков убить. So, friend, as you can see, that area over there is infested by large, ugly creatures with a taste for human flesh. What you have to do now is simple. Go there and kill them. Think you can handle that? Yeah, I can handle that. Okay, so stop talking about it and make it happen. Итак, мне это напоминает «Звездные войны», «Звездный десант». Наверное, смотрели фильм, где чуваки прилетали на Марс, по Марсу, и там такие же были пауки. Не знаю, как я буду их убивать, сейчас что-нибудь придумаю. У меня есть гарпунное ружье, урон маленький, но все-таки можно посмотреть, как он стреляет. Я вам хотя бы покажу, потому что я с ним еще ни разу не стрелял. Также у меня есть щит, щит я не могу взять. У меня есть 39 урона, тяжелое оружие, ручная граната есть. Это тоже очень неплохо. Можно кинуть гранату. А, кстати, здесь есть тоже функция гранат. Сейчас я вам покажу. Так, мне нужно ячейку вставить, чтобы сразу лечиться. Вот, блядь, выпил зелье, ну ладно. Лечебное зелье выпил. Так, я полностью готов. Посмотрите, выбираем гранату. Здесь есть вот первый, видите, посередине у меня сейчас показываю часики. Это типа гранату кидаешь, и она не сразу же взрывается. Есть, короче, вот такая штучка. Кидаешь гранату, и она взрывается сразу же. Ну да, тысяча. Гранату я пока, наверное, беру. Что она мне нужна.
еще построили сюда огромный кулачок. А, кстати, смотрите прикол. Собираю четверочку. У меня есть... Опа, какая мощная штука. Смотрите, какой ее. Кстати, у меня вначале был такой, типа голова этой птицы какой-то, череп. А сейчас какой-то шлем такой, не знаю, мощный, прикольный. Походу я прокачал магию, а оно чуть-чуть изменилось. Ну вот такая обычная у меня, типа такая голова курицы какой-то была. Это прикольно. Нужно подобраться, кстати, не подобраться. Что-то я не понял прикол, но походу это игра. Да, игра глюкнула, к сожалению. Вот про это я могу говорить, что здесь очень много глюков есть. Так что, я говорю, нужно почаще сохранять. Сейчас у меня автосохранение было, заметьте. Сейчас хватает, вот. Сейчас я сразу назад отбегу, потому что если паучок у меня может злиться, то сразу же надо бежать. Сейчас поедим супчика. Я вам показал, как работают гранаты. Тут этот гранат разбирается, лучше их убрать. Так. И теперь я думаю облако сделать. Out of ammo. В чем прикол? То есть мне надо отходить подальше от этих и от других. Сейчас попробую еще раз. Это тупо было, то что у меня сейчас огненным шариком своей пушки другой задел меня убил. Звук такой кастрюли, типа открывается просотка. Так, смотрите. Здесь это не самый опасный противник, я вам скажу. Здесь намного опаснее. Которых я до сих пор не могу убить. Просто не хватает урона. То есть там уже стреляешь, толпа бежит, прям на них там 10 человек.
Так, мы убили. Кая пропал куда-то. Did I pass your... That's a... Come and see me when you... Maybe Tavar does have a use for you. We'll soon find... Мне там типа сказала, приходи, когда ты управишься, хотя и только разогрелся. И он от нее очень вкусно подошла. Кстати, мне нужен дрон. Здесь есть 4 вида напарников. Так, сейчас. Вот. Злобная дама. Бестия. Хочу опять к ней. Она очень классно выглядит. Симпатичная девочка. Что она мне скажет? Кстати, между делом можно пройти еще одно задание. Очень интересное вещи. Сейчас я вам покажу основное. Так. Абесса. Вот про Абессу. Там есть такая типа крыса. Ну, не крыса, это не животное, а это название персонажа. Который типа вас подставил, как вы сначала подумали и сразу же типа захотели перезагрузить игру. И там-то было, он потом говорит типа: вот, чувак, это я так специально придумал, чтобы к ней приблизить там тетку, в которой мы скрыли сундук, а он сказал, а крыса сказал, что мы будем воровать. И в итоге он типа нас подставил, и нас расстрелили и запросили 1000 аскаритов. Конечно, он любой бы загрузился и просто сказал: чувак, я тебя сейчас грохну и твою миссию проходить не буду, это просто не вариант. Надо сразу что ищу, короче. Так, красиво. Вот мне не показывают миссейку. Я просто вспомню уже здесь все миссии, я вспомню. Можно без карты зайти и... Да, здесь это... очень хорошо придумали разработали. В некоторых играх нельзя отмечать, где задание находится, и приходится очень загрузка. Мне бы, если честно, хотелось сыграть за клириков, не хотелось. Они какие-то там роботы, все делать, чуть-чуть на них зациклены, так скажем. Но у них такие лазерные, потому что я скажу. За изгоев лучше идти, потому что здесь есть разные такие стволы. Сама одежда такая меня радует, просто дизайном. Также он собак таких приручает. Шакал. Шакал, да? Ну, шакал, да. Is that a fact? Вот там крыса. И там... Nobody listens to me. Чувика, который... We need to get some more food supplies. Really? Now? Очень дорого стоит, но не суть. Так, сейчас я приду, только здесь постоянно. Have we got enough guards on duty? It never feels like we It is have all enough. about serious personal dedication to the law. Is that a fact? I call that dangerous half-knowledge. I don't even understand half of what you're saying. Nobody listens to me. Just go and sleep on it. I don't want anything to do with it. I don't even understand half of what you're saying. That has to happen sooner or later. Yes, the plan is forming. And? Chloe's finally opening up. It just took a little time to get through to her, and then some drink to get her talking. What Why she can't pay the Duke? I mean, she's in charge of the entertainment district, so she should have Elex coming out of... Yet, she's desperate to collect that money. She's got no shards. She can't cover the Duke's tribute. I mean, there has to be a story to be told. And? Are you going to tell me the story?
Chloe is being forced to pay. She can't pay the Duke or anyone else because she's already being bled dry. We shouldn't talk here. Walk with me a moment. Let's go talk outside. Follow me and try not to get noticed. Okay, go ahead. I don't want everybody to hear what I'm about to tell you. The situation isn't exactly safe for anyone involved. Come on, let's get somewhere we can talk. Кстати, все пароли от сейфа, от дверей я оставлю в описании под этим видео. Okay, I don't think anyone will overhear us here. So, this is what I've learned. A guy called Blake is behind this. He's forcing Chloe to pay protection money. I assume you... I wouldn't be rad if I didn't, right? Before we go any further, let me make one thing clear. Under no circumstance, if you approach him now, I've got no doubt he'd back off and leave Chloe alone. But that would just mean he'd just come back late. We need to force him to forget about the protection money for good. Otherwise, what's the point? If Blake's... Speaking to the Duke is never a good idea. And sure, you could tell William, but that would make Chloe look... She's in enough trouble without having William question why she's in charge of the entertainment district. I mean, you're free to do what you want, but when that goes badly, remember the rat has a plan. We should focus on... Despite all his influence, he's been going... 3 of them have died in the last 2 months. But if anybody knows why, we need to go through his things and find out why. There has to be some dirt there. We just need some hint. Then we can sort all this out to our benefit. Chloe gets... Why do you think the... Well, he seems to have some business to take. And sure, and Blake claims the bodyguards were killed by jackals while he was out hunting. But that just doesn't sound right. If you can get to Blake's place, look through his things, then maybe you can turn up some proof of what really happened. Anything that relates to bodyguards. Okay, I'll look for the proof at Blake's house. Follow the rat's plan, and you'll come out ahead, my friend. Look through Blake's stuff and come back to me when you've found something. Then we'll figure out... I'll see you... You can quit sneaking around, I saw you. Got it. Этого я заработал 10 велоциклов, конечно, не тратил, а потом пришлось потратить, у меня осталось сейчас вот 1482 велоцикла. Потратил я на опыт, на стрелы и всякую другую помощь. Кстати, по навыкам могу сказать, что можно прокачать вначале. Как я говорил, опытность, хитрость качать. Ну, чуть-чуть написано. Потом вам понадобится, например, оружие ближнего боя. Стрелковое оружие это не тяжелое, это вам выбрать, с чем вы будете ходить. Мощный удар. А ракетная атака, я не знаю, зачем она вообще нужна. Это
вообще глупо смотреть, потому что это просто вы подлетаете и видите, как мы можем делить землю. Убийцы мутантов, это у нас будет больше урона и будет... Пока что я не видел смысла его прокачивать, чтобы мне интересно играть было. Мне хотелось очень быстро убивать мобов. Сопротивление огню я сделал, сопротивление, я также можно сделать сопротивление холоду. Сопротивление радиации нет смысла делать, потому что зомбаки они очень такие, ну, скажу, не очень сильные противники. Броню можете прокачать. Трофей охотник, кстати, тоже хорошая очень вещь. Если вы убили там какого-нибудь моба, то там крысу животного, вам выпадает больше трофеев, то есть там кость и шкуры и всякие продукты, которые вы можете продать. Это очень много денег можно получить. Любитель поесть тоже советую прокачать, потому что как вы проходите игру, у вас увеличивается хп, и когда вы что-нибудь съедите, у вас очень мало будет подниматься хп, так что советую прокачать, чтобы не напрасно тратить ингредиенты. Крепкое здоровье, выносливость, там. Выносливость, кстати, тоже качайте, потому что когда вы будете атаковать противника, у вас там просто 3 удара нанесете и выносливости не будет. Также и на защиту это очень влияет, когда вы будете блокировать атаку, у вас, если противник ударит, то у вас будет выносливость тратить. Так, выносливость. Звон замков обязательно прокачать. Отмычки здесь вы можете найти. Не видел смысла их прокачивать, потому что если вы прокачаете, то у вас просто отмычки не будут ломаться, но вы можете всегда найти отмычку, если она сломается. Также перед ящиком, сундуком, там вы можете сохраниться и просто заново загрузиться и опять попробовать сломать ящик. Карманный ворот очень хорошая штука, рекомендую. Вы можете каждому подойти сзади со спины и окрасивать. Можете также наворовать очень много элекситов. Просто по городу, например, в самом первом городе очутились, сразу прокачали карманный вор и начали ходить по городу, всех воровать, и у вас, например, прибавится там сразу 3000 элекситов. Ну, не 3, а 2 максимум. Это очень хорошее умение, ремесло. Ну, это тоже надо, можно прокачать, но я не качал, я просто только элекситовал. Модификация оружия я прокачал, но еще не модифицировал. Ювелир тоже прокачал. Ювелир можете в начале игры не качать, его вкачивать под конец, потому что очень много нужно будет найти кристалликов разных, там, желтый, красный, зеленый. Они дают там способности, чтобы у твоего союзника, который с тобой бегает на плату, то есть было очень много хп. То есть если вы там и будете соединять эти ювелирные изделия... нет, подождите, я просто про самоцветы говорю, перепутал, извините. Самоцветы вы будете соединять, и вы их никак не сможете соединить, так как вот я сейчас до сих пор прохожу игру, и у меня не набралось такое количество самоцветов, чтобы их соединить. То есть вам нужно там 5 штук набрать самоцветов, чтобы соединить в один. Чтобы у вас что-то получилось. Так что это умение можете не пытаться прокачивать. Химия вам понадобится, так как вы будете делать наверное, собирать растения, вы можете делать эликсиры, чтобы их не покупать. Вы можете купить. Но я лично прокачал, потому что пока бегал по миру, у меня заканчивались еда, зелья, и мне приходилось делать еще взлом. Взлом и ловкий хакер я не вижу смысла вкачивать, хотя я по тупости прокачал, потратил 2 очка умения. Так как вы можете в Яндексе просто забить, там также под моим видео посмотреть, там я вспомнил все пароли от сейфов и дверей.
Так что не имеет смысла тратить пустую эти очки на эти навыки. Ну, это смотрите сами, спокойствие нужно практически. Когда сундук открываешь, и я не замечал лично, что время идет какое-то. Но это тоже какое-то бессмысленное такое умение. Горное дело я рекомендую прокачать, так как я мало залежей тут руды обнаружил. То есть вообще, по сути, в игре очень мало добавили залежи, где можно найти руду, там, золото или артефакты книги, и выпадает очень мало, если вы их не прокачали. То есть прокачивайте сразу же. Вот характер можно здесь вообще все вкачать. Это очень хорошая штука. А вот это очки обучения для химии, создания боеприпасов, всякую такую чушь, это уже у изгоев, у клириков и берсерков свои способности, что, то есть если я к берсеркам присоединился, я могу такую скачивать с магией. Если к изгою, то вы можете только у изгоев скачивать. То есть выбираете, кого будете присоединяться, к клирикам, к изгоям или берсеркам. Я обычно к берсеркам присоединяюсь. Решать вам. Но если бы я начал заново проходить игру, я бы присоединился к изгою. Так, мне сразу же надо к нему на хату проникнуть. Наверное, надо было ночью проникать на квартиру, чтобы обыскать или что-то найти стоящее. Пачка сигарет, список имен. Так, список имен надо взять. Второй список. Так. Больше я, наверное, здесь ничего не найду. С ними разговаривать пока не буду. Скажу крысе и скажу, что я нашел список имен. Потому что мне казалось, типа, с Блейком не говорил, то есть... Hey, Liam. Блейка по-любому мне надо убить. Так как он возникал, что я там убил одну чувиху, которая сажала в клетку заключенных. Ну, я просто помог там барменше, не барменше, а стриптизершу повелся. Решил помочь, испытал удачу и в итоге он мне типа сказал, не трогай моих людей. A list? Alright. I'm guessing bodyguards. Iron. Madison. Iron Madison. Well, this seems to be a list of candidates for... That idiot Cameron must have written this before he was killed. Okay, then it's... Why should we do that? I mean, what would you talk to him about? No, Ryan... But he may be... If Blake's latest bodyguard Ryan was to die, the names on this list would be... So... Then, we put the list back and give Blake a reason to hire... But no, that would be too... I will do it. After I've written my name on top of the list, you take care of Ryan in the meantime. The idiot prides himself on being loyal, so chances are you'll have... Trying to persuade him might just mean he speaks to Blake and then our chat... Got it? Yeah. Okay, you take care of Ryan and I'll become Blake's new bodyguard. Then, see you up... Тот Райан, который просто здесь один есть чувак, которому я помог
сделать типа робота, Hold. What? Identify yourself. Routine. Bucket of bolts. Identification. Платить налог. Кстати, вот робот, да, был. У меня есть такой же напарник, типа там УРЛ 4 какой-то. Вот, с ним если ходишь, то он тебе что-нибудь добывает там ценный, то есть лучше взять его, если у вас вы хотите чем-то поживиться, а если вы хотите типа хорошего иметь напарника, который в бою неплохо, то лучше каждый. So fuck off, will you, yeah? Alright, I've just been having a bad day. Don't make it worse. What do you want from me? Do I wanna... Actually... I told you I'm out. This is the last shit I need on my tongue. I'll get you! То есть, если вы будете с противником сражаться, сразу измеряйте его и потом бейте как можно сильнее. Я проверил игнодане, потому что если вначале его бьете, то так же я. Ну, кто может заблокировать атаку, вы чуть назад подвинетесь, и вам просто трижды тык нанесет урон и подохнете. The fuck? Just let me in. Есть много способов убить врага. Все способы хороши, но лучше один раз не рисковать. Кстати, если даже противник слабый, то надо всегда быть начеку, так как слабый противник может провести контратаки такие, от которых вы умрете и ничего не поймете и скажете, ну нахрен. Просто есть неожиданные моменты, когда противники наносили мне несколько контратак и очень быстро били меня. То есть проводили серию комбо. Right. I've put my name on the list and got it in place. It's going to be fishy if I turn up and tell Blake his bodyguard is dead. You had better do. Won't Blake think it's strange? Me telling him about the bodyguard. What? He might suspect I killed him. Yeah? So what if people get killed in Taverre? And he is pretty used to his bodyguards. Just go to Blake and tell him you found Ryan's body. You could even suggest that he needs to get a new body. Sometimes he can be a little slow on... Right. Then come back and tell me when he... What do you mean? He's... I knew that guy wouldn't... You know when you get that feeling that you're gonna have to find yourself another... You'll have to find another. Yeah. Fortunately, having been in this position before, I have a handy list of... Thanks for letting me know. Yeah, all right. Here. Now, get out. Blake. Okay, now we wait until he comes. I have an idea what you could do in the... How about you go to Doc and get us something to... Isn't it? Don't worry. Just let the good rat do his thing, my friend. This plan... And that means it's pretty much...
Here, take a few shards. That should be enough to get something from... Where did you get those shards from all of a sudden? You know, shards, they sometimes just turn up. Oh, and tell Doc he should mix us up something special. Just tell him I sent you. Hey, that's Blake coming now. We'd better not be seen. Блядь, такое ощущение, что крыса меня подставляет. Опять же. Ну ладно, посмотрим, что дальше будет. You better have a good reason for waking me up. Rat sent... Ah, He said you should send him some of the specials. I know, the good old Doc knows. No problem. Trust the Doc, and I will get to... Come back in a few hours. Сюда можно вставлять разные такие кристаллики. Раньше не понимал, что за штука, а это называется типа имплантант, который у меня был, а потом я делал второй шок, и он типа пропал. Я думал, типа оружие для прицела. Я вставил сюда 3 кристаллика, и они у меня дают типа маленький белый самоцвет, дает типа здоровье спутнику. Но не знаю, работает это или они все 3 вместе. Мне кажется, должны работать. Хотя, как проверить, я не знаю, но мобы, кстати, становятся с каждым разом сильнее. Если вы, например, ходите по карте и убиваете моба, то там другой моб типа заспавнится на этом месте и будет умнее и сильнее. Это огромный плюс, кстати, в этой игре. Если в Готике мы играли и убивали там чувака на этом месте, то там уже этого чувака на этом же месте больше не появлялось. Если вы там прошли, очистили участок, все, там больше никого нет. Если только на миссиях там на задание когда придете, там драка будет. Могут появиться новые. А что я сюда пришел делать? Я пришел сюда делать очки навыков или очки хара. Ну, наверное, вот это надо сделать. Изготовить. Элекса у меня нету, поэтому могу готовить только это. Вот смотреть, видите, маленькие смотреть. Нужно 4 штуки собрать, чтобы штуку сделать. Самый большой у меня только 3 штуки. У меня есть 16 очков. Мне нужна хитрость, то есть у меня будет 46 хитрости, а мне нужно 55. А дальше больше. Так что пока копим очки и пока что не ничего вкачивать. Посмотрим, что у нас дальше будет уже к игре. Пока что я сказал приходить там через сколько-то времени. Можно пока что пройти другое задание. Так. Так, это нам пока не надо. Скоро в Абессе не знаю, что там проходить. Они не показывают где-то задание, куда идти. Так, ради повышения, что там есть? А, вот еще одно задание, бить Стромсона. Я пришел, короче, на место. Там лежало 2 берсерка. Короче, Стромсона не было, куда-то смотался, и мне тоже не показывали, где он, куда попал. Там даже записано ничего не было, и обозначения, и мне к персонажам подходил, спрашивал. Никто ничего толком не мог сказать. Так что я не знаю, как пройти это задание. Так, пойдем к Бесте.
Stop that damn thief! У нас полиция. Это означает, что сразу не грабить, или кто там стоит. Грабить лучше тех, кто ходит. That is his problem, not mine. Убежали. Стражник у нас чуть разозлился, ничего страшного. То, что у нас там чуть-чуть отдал такое, ничего страшного, это можно просто поспать или кого-то сходить, лишиться кого-то в доку за 10 алекситов, потому что очень ну как на это. Там сразу подальше смотрите, так. Сейчас да. У нас уже я воровал, у нас... Здесь можно воровать постоянно, то есть вы поспите и стражник опять... Внимательность. Все надо делать. Опять мне этот стражник прицепился. Я вижу, там было... Всей толпой за мной. Если я его убью, то... Hey, rat! Blake! Не хочу загружаться, я еще попробую пройти это действие. Опа. Абесса за мной бегает. Так, Абессе я не могу подойти, она выражает большое недовольство. Здесь мне надо загрузиться. Не забываю, кстати, постоянно загружаться. You better have a good reason for waking me up. From anything, but with a guarantee. Now, I know what you're thinking, but you needn't worry. I want to rewire your world. So when I say hi, I'm talking... Его, кстати, не подкапал, он просто один раз переборщил с дозой, и теперь его постоянно... Теперь он постоянно подкапал, можно сказать. Да, блок я подойти, блок я подошел. Блок подошел, он мне отдал что там. You better have a good reason for waking me up. What's that? Is someone there? Hey, rat! Blake, my friend! What do you have on your mind? I have a job offer for you. A job offer? Quick to the point as always, huh? So, what's the job? I need someone I can trust. And I heard from a safe source that you are such a person. A safe source, huh? Yeah, you see, I need a new bodyguard. Ryan has become unreliable. Unreliable? Yeah, you know how it is. He has a habit of disappearing. And he's disappeared again. That's not a good habit for a bodyguard. No, it's not. So, this job, what does it involve? Come with me. I will show you what it's about. Okay, you have a deal. Yeah, that's why Логика тогда побежали, я не хочу за ним делать. Сука, нахуй я пошел за ним.
Без соглашения. Так, куда мне загрузиться, блядь? Это меня уже просто выбешивает. Потому что если вы хотите переключиться, нужно на... Ну, на Z, короче, на сплитер стоя, просто на другой пути. То время будет такой, что он может случайно просто атаковать, и все. Пиши пропало. You better have a good... Я сейчас просто посмотрю, как они справятся с этими гиблыми тварями. Не гибло, я не знаю, как они помочь. Hey, Rat. Blake, my friend. What do you have on your mind? I have a job offer for you. A job offer? Quick to the point as always, huh? So, what's the job? I need someone I can trust. And I heard from a safe source that you are such a person. A safe source, huh? Yeah, you see, I need a new bodyguard. Ryan has become unreliable. Unreliable? Yeah, you know how it is. He has a habit of disappearing. And he's disappeared again. That's not a good habit for a bodyguard. No, it's not. So, this job, what does it involve? Come with me. I will show you what it's about. Okay, you have a deal. Так что не стоит вестись, если чувак он там предлагает работу. Типа, все хана уже обеспечен, все заебись, а на самом деле у вас потом будет прокрыло. Так всегда, кстати, бывает. Не доверяйте. Yeah, that's why. Людям. I'll kill this animal. Понял, убили. Чувак, очнись. Блядь, ёпта мать. Тебя же товар был. Да, не знаю, смотри, там есть, стоит, я не буду поставить. И плюс завалили машину. Помолял, что... Если вы... После играть не доделал, если вы идете через пустыню, на вас там выпадет кольцевый моб, и вы забежали куда-нибудь там метр, то этот моб просто может всех напросто убить, и у вас все будет, короче, вести прямо, так скажем. И покончено с этим. И все. Все радуйтесь, вот подойдите. Мощь взрывается. Почистили зону. Сейчас, когда крыса подтянется, если он быстро убегает. Сколько там здесь стояло. Пока что пойдем в действие. Планировали. Спутники, действия, злобные удары. Я прямо к ней тянет. Не знаю почему. Затмила меня своей красотой. And here you are, back again. Ready to go? Готов. Я ко всему готов. На край света. So, we're gonna... I'll show you when we're there. We? Is this just the two of us? Does that scare you? Are you scared of a Come on. Тёлка на миллионах.
Опа, ни хрена себе, таких я еще не. There he is, El Colisado, the terror of our runners. We've sent several teams to find him and kill him. And obviously, they lost. Yeah, most of our guys just run from it. Piss ants. What makes him so dangerous isn't just his strength, it's how clever he is when fighting. So be careful, and give him everything you've got. You want to go down there now? Yeah, you and me. We go down there together, we fight together, we stick together. Let's see if you've got the legs. Ты чё, блядь? Подожди, куда побежал? Мне надо подлить. Зелье маны хотя бы мало зелья. Ладно, выставить. Подмогу. Ой, ёбнутый, ты чё, блядь? Говорит, сука. Ладно, я так быстро слили. Ничего, блядь, атакуют издалека, а другие, блядь, хорошие. Зелье надо выставить, чтобы там мурей, что ли, бегает? Не умри, чувак. Так. Самогон. У меня батончик. У меня батончик. 45. В принципе, нормально. Пойдет на пользу. Спричину волю жизни, здоровья. Это мне тоже пригодится. Ладно, мы сейчас выбираем. Нормально достать, мы сейчас ее выпьем. Маночки добавим и добавим. Училка, теперь надо снаряжение полностью. Здесь такой топорик. Но стойкости не хватает. Все, кстати, чуть-чуть. И возьмем топор. Ловкости не хватает. Если ловкость 65, то получается, если мы сейчас ловкость качаем на 65, мы будем с дурочкой гонять. Ну, давайте. Я только за. Вот это у нас вообще все лишнее, кстати. Здесь патронов сколько у меня? Она магазин нет патронов, но она уже неэффективное оружие. Ну только, когда стреляешь, все разлетает, все падает. Так, надо 200 все. Спутник, не дал. Единственное, мне вот неудобно там до 8 и до 9 дотягиваться. Я думаю, на джойстике было бы проще играть. Ну, все-таки можно было... здесь, кстати, есть режим джойстика. Здесь не круто сделал, не знаю зачем, просто так. У меня уже привычка просто все подряд здесь подбирать. Есть джойстик, но не хочу его подключать, уже привык к клавиатуре. Джойстик надо будет тоже привыкать.
сейчас перед этим делом, как атаковать этого чувака, пойду перекурю на 5 минут, приду, пока не скучайте.
Пойдем, суп есть. А что съела? And ready to... There is nothing for you here. Go, or I'll force you to. Yeah. So be... Yeah. Не знаю, как его будет убивать. Это вообще тупость, то, что так быстро убивает напарника. Let's see if you've got the legs.
El Colisaro. That thing was killing our runners. Why couldn't they take care of it? You sound like William. Runners might be expendable, but we can't make a profit without them. Fucking William. If it's not shards lying on the sand, he can't understand the true worth of it. Why didn't... We didn't need them. That thing could have killed... But it didn't. Is killing creatures all we're... There are more challenges out there. We'll We make... You are talking about profit here, right? Because challenge and profit is all I'm looking for. But, okay. If you find me a good enough challenge, something to really shake shit up... How about taking the fight to the Alexiters in Zakor? With that... Fight the leader of the Well, that certainly isn't... It's also suicide without a plan. But, if you come to me with a plan... Sure. Why not? Fuck it, let's destroy the The Adjudicator Ulbricht is... Good. Then the clerics and the Albs can take care of each other. It's the clerics' damn fault we have... Ulbricht needs a field commander. I think you should take... Me? Why would I help the clerics clear up their problem? And with Ignodan gone, where do the Albs go next? Edan. They hate the... Do you really believe in all this shit? Causes don't get you anywhere. Why should I fight for them? Albs want all the Elex, be it in Ignodan, Edan, or And you think fighting a battle in Ignodan for the clerics will help? And what difference am I supposed to make? And this cleric is so desperate he'll ask an outlaw to lead his... Yeah. Well, if it's desperate times, that's what I do best. You're sure? I took the fort. I planned it. I led it. What have I done? So sure. Whatever. Let's go and fuck up some Albs. Better than wasting away here. Good. They know my history. They know I can lead. I'm ready to deal with any troll shit they think about me. A chem-dealing outlaw who kills clerics and doesn't believe in You think they can deal with that? Then, I'm it. I'll leave for the Hort and talk to this Ulbricht. You better not be troll-shitting me about this. And you better be ready to fight. Так, мы нашли путеводителя. Ну-ка, кости там, кости.